Итак, сейчас у нас в проекте всего лишь один компонент, который отображает данный заголовок. В этом уроке мы перенесем всю верстку главной страницы Spotify из соответствующего репозитория в наш React проект. Вся верстка находится в файле index.html, и после того, как мы ее перенесем, тот единственный React компонент должен отрендерить подобную страницу. Поэтому открываем код компонента app, здесь удаляем всю текущую разметку и копируем всю верстку, что находится в теге body. Вставляем все это в компонент app, и здесь видим, что верстка состоит из двух тегов на верхнем уровне. Не забываем, что в React компонентах разметка является JSX синтаксисом. И здесь одним из ограничений является то, что из React компонента нельзя вернуть более одного JSX элемента на верхнем уровне. Поэтому в React существует специальный компонент. Давайте сначала импортируем сюда саму библиотеку React. И компонент, который нам нужен, называется fragment. Им нужно обернуть несколько JSX элементов, и таким образом данный React компонент app будет возвращать только один JSX элемент, которым и будет являться компонент fragment. Также это можно переписать и по-другому. Сразу здесь импортировать нужный нам компонент, fragment, и в разметке уже использовать его напрямую, не обращаясь к объекту React. Но есть еще один новый синтаксис использования фрагмента. Для этого нам ничего импортировать не нужно, и вместо названия компонента fragment указываются только пустые угловые скобки. И в конце они просто закрываются, вот таким образом. Здесь используется тот самый компонент fragment, только уже с упрощенным синтаксисом. Дальше вернемся в разметку, проскроллим страницу в самый верх, к тегу body. Видим, что на этом теге указано несколько классов. Мы их отсюда скопируем. И в нашем случае их нужно будет вставить на корневой элемент, куда рендерится все наше React-приложение. А оно рендерится в элемент с идентификатором root. Поэтому открываем файл index.html и на элементе с этим ID вставляем все те скопированные классы. И тем самым мы перенесли всю необходимую разметку. Но если мы сейчас посмотрим на результат в браузере, то увидим здесь сообщение об ошибке. Здесь говорится, что в JSX шаблонах необходимо, чтобы тег image был закрыт. Перейдем в шаблон компонента app, откроем командную панель VS Code комбинацией клавиш Command-Shift-P или Ctrl-Shift-P. И здесь вызовем команду toggle problems. Либо еще эту команду можно вызвать с помощью комбинации клавиш, указанной справа от названия команды. Выполняем данную команду, и должна открыться панель с ошибками. Эти ошибки сгенерированы за счет работы линтера ESLint, который уже встроен в сборку Create React App. И также, чтобы все эти ошибки линтера отображались в этой панели, необходимо еще установить расширение VS Code, которое называется ESLint. Ссылка на это расширение будет в описании. Итак, здесь мы видим ту самую ошибку, которую видели до этого в браузере. Будем ее исправлять. Найдем тег картинки, видим, что он здесь не закрывается, поэтому в этом файле выполним поиск с заменой с помощью регулярного выражения. Ищем все теги картинок и меняем их на те же самые теги, но с добавлением слэша в конце. Выполняем данную замену и видим, что слэш появился. Но также появились еще масса дополнительных ошибок. Но это не страшно, потому что они практически одинаковые. В данном случае говорится, что все ссылки должны иметь валидный атрибут href, то есть просто символ решетки, как у нас сейчас, не допускается. Поэтому также выполним поиск заменной всех этих атрибутов href. И вместо символа решетки укажем просто корневую страницу с помощью символа слэш. Выполним эту замену. И видим, что сообщение об ошибке изменилось. Это сообщение нам говорит о том, что все теги image должны использоваться вместе с атрибутом alt, даже если он и будет пустым. Поэтому опять находим все теги картинок, меняем их на те же картинки, только уже с добавлением дополнительного атрибута alt. Выполняем данный поиск заменой, и атрибуты были добавлены. Теперь исправляем следующую ошибку. Здесь у нас используется ссылка без содержимого, на что линтер и жалуется. И пока что, чтобы исправить эту ошибку, давайте просто укажем здесь пробел. И конкретно для этой ссылки поменяем адрес. Укажем решетку и любой текст после нее, например, main. На данный момент это не столь важно, мы еще вернемся к этому элементу в будущем. Тем самым здесь у нас все ошибки исправлены. Но если мы откроем консоль в браузере,
то увидим, что здесь еще присутствует несколько ошибок. Например, это использование в JSX шаблоне атрибута class вместо class name. Дело в том, что слово class — это ключевое слово в JavaScript, поэтому его не разрешается использовать в JSX шаблонах. Вместо него нужно использовать class name. Поэтому опять воспользуемся поиском с заменой и заменим все атрибуты class на class name. После этого в консоли все еще остается 3 ошибки. У нас в разметке присутствует несколько SVG иконок, и на них указаны атрибуты с дефисом, что также является невалидным JSX синтаксисом. Поэтому нужно будет заменить все такие атрибуты на соответствующие эквиваленты с использованием уже camel case нотации. Например, если мы найдем один из этих атрибутов, то вот он у нас используется на SVG коде иконки. Давайте скопируем данный код и перейдем на сайт svg to JSX. Здесь в левое окно можно вставить SVG-коды, а в правом окне уже получить валидный JSX-коды, соответствующие данной иконке. И, как видим, все эти атрибуты с дефисами были заменены. Заменим их теперь по очереди в нашей разметке. Начинаем с первого атрибута, дальше меняем второй атрибут и, наконец, последний атрибут stroke width. Меняем его, после чего в консоли браузера все ошибки пропадут, и вся разметка главной страницы Spotify отображается должным образом. В данном случае вся она была отрендерена с помощью корневого компонента up. Таким образом, мы успешно перенесли всю разметку. Напоследок еще применим автоформатирование в компоненте up и будем заканчивать данный урок. Ссылочка на исходные коды будет в описании.